Друзья, всем буэнос тардес, меня зовут Артем Лорес, и я являюсь руководителем компании Латино Руссо. Сегодня мы находимся в Республике Парагвай, в городе Асунсьон, и сегодня нас пригласили в гости супруги Виталий и Оксана. Всем привет. Ребята переехали в Парагвай где-то 7 месяцев назад. С Виталием мы взаимодействовали по некоторым рабочим моментам. Да, ребята пригласили меня в гости, пообщаться, угостить жареным крокодилом. Ну и заодно мы решили сделать такое мини-интервью, потому что для многих людей, которые вообще там не были в Латинской Америке или были в Латинской Америке, но не были в Парагвае, то есть для них Парагвай это вообще какой-то там край цивилизации. То есть и мы хотели немножко развеять этот миф, показать, что здесь тоже живут люди, и причем русские люди, то есть они здесь обустраиваются, строят дома, покупают машины, ведут бизнес. Ну и давайте мы сейчас как раз вот у Виталия спросим, как вообще он здесь оказался, то есть, вот послушаем его историю. Да, Виталий, расскажи вообще, вот, почему Парагвай, вот, ну, не знаю, там Аргентина, там, Бразилия, там, не знаю, Европу не берем, но если мы разговариваем по Латинскую Америку, но вот, обычно это Парагвай, это как какой-нибудь Сан-Сальвадор или Эквадор, ну, как-то последним в голову приходит. Вот, как тебе пришло в голову вообще вот, попасть сюда? Для начала страна теплая. Тепло, хорошо, теплее, чем в Аргентине, Чили. Друзья переехали. Во Да. всей другой соседней Латинской Америке. Парагвай самая теплая страна, потому как и в Бразилии, и в Чили, и в Аргентине везде прохладненько. А здесь, получается, мы вообще очень лайтово перезимовали. Я даже куртку, как вьетнамка, одевала, куртку со шлепками на ногах. Поэтому очень хорошо было. Сейчас первое наше лето здесь будет. И думаю, что мы лето переживем нормально. Нас все пугают, что зимой холодно, а летом будет очень жарко. Но пока что было прям совсем жарко, собственно, не было. Когда 45 ты на улицу не выходишь, так под солнцем не стоишь. Ну, а так комфортно. Погода комфортная. Мне нравится, что здесь все зеленое. Очень много растений. Я очень люблю растения, поэтому у меня везде много растений. И все растет здесь, буквально как по русской поговорке: палку в землю воткни, она будет тебе расти. В плане климата здесь очень хорошо. Не нужно ни зимние сапоги, ни зимние колеса на машине, ни замена масла с лета на зиму, ни шубы себе покупать собственную. Этим и хорошо. Самое главное — это просто получить было документы. ВНЖ, седула. Чуть-чуть пораньше приехали, буквально там на 3-4 месяца, получили бы сразу ПМЖ. Друзья у нас приехали сюда, как бы протоптали дорожку, мы посмотрели, все работает, все реально. Вот. Они успели получить ПМЖ, вот. Ну, мы уже вот опоздали чуть-чуть, законы поменялись здесь, сейчас только ВНЖ, ну как бы тоже не проблема. Вот. ВНЖ получишь, потом ПНЖ тоже вроде как проще намного, говорят, все это сделать. Ну, Вот, там, что... да, есть нюансы определенные по ПМЖ, то есть немножко отличается. Ну, в принципе, да, вот, все вопросы решаемы. Вот. Ну и что главное для людей, я думаю, это вот возможность достаточно так вот просто легализоваться. То есть если там Бразилия, Аргентина и там соседние страны брать, то там достаточно законодательно сложно. То есть Парагвай, в принципе, многие вопросы можно решить по определенным договоренностям. Поэтому и сделать все быстрее, и сделать все проще. То есть, в принципе, в плане легализации Парагвай достаточно, да, такая легкая страна. Вот, ну окей, хорошо. А как вот было вот с испанским языком? То есть, ну, вот, я так понимаю, со знанием испанского языка было Нулевое. не особо, да? Никак. Не то, что не особо, вообще никак. Нулевое знание испанского нулевое. языка. Мгм. Заранее не учили, потому как смысл учить, потому что тоже акценты, наречия, они везде все разные. Поэтому решили по приезду погружаться. Но пока особо некогда погружаться. Погружается только дочь в школе. Не, ну ты учишь Вот. тоже, у тебя неплохо уже получается там. Вот, у меня нету на это пока времени. Ну, пока общаюсь с переводчик, традуктор в телефоне. Ну, какие-то слова там, конечно, выучил. Да Этого выучил. мало для жизни пока. Ну, то есть, в принципе, даже ты ходишь вот с переводчиком в телефоне, тебе этого прям хватает. Здесь Да вообще народ не проблема. очень терпимый. Да. Они настолько, ну,
рады тебе, что ли, не знаю, открыты тебе, точнее будет сказано. И когда ты приходишь и говоришь вместо «здравствуй», там маньяна там или еще какую-нибудь херь, они посмеются вот так вот, но никто тебе плохо не скажет. Ну вот, а в плане безопасности вот у нас часто люди волнуются, то есть, они почему-то бытует такое мнение, что в Южной Америке, то есть, там это совсем какой-то там беспредел, что там с мачете люди ходят, там, не знаю, с пистолетами там бегают и друг друга стреляют, то есть, как здесь, вот сталкивались ли вы с каким-то там вот проблемами? Ходит он с мачете, дерево только что срубили. Ну, как говорится, в семье не без уродов, по-любому, наверное, есть и нехорошие люди, так скажем. Но в общей массе нет такого, что прям какие-то прям вот страшные люди ходят с мачете, как вот все это показывают по телевизору. Да, по крайней мере, не сталкивались. Достаточно спокойно все, да? Да, все спокойно. Не, если ты хочешь найти проблем, ты, конечно, их найдешь везде. Я когда консультировал раньше клиентов, то есть сейчас у меня менеджер этим занимается, когда раньше клиентов консультировал, я им тоже говорил, что русский человек, он и в Ватикане найдет себе проблемы, да, поэтому тут, как говорится, куда ходи, точнее не ходи туда, куда не надо, вот, и будет все хорошо. Хорошо, ну а по бизнесу, по работе, допустим, вот как вообще вот здесь планируете реализовываться, я же так понимаю, планируете здесь уже обосноваться окончательно, то есть там не за документами приехали, то есть вообще какие планы на жизнь, чем думаете заниматься? Открыли вот недавно компанию, специально зарегистрировались, сейчас подали документы в муниципалитет, на днях придут к нам с проверкой, посмотрим как, здесь, насколько знаю, решается все довольно-таки просто. Налогообложение здесь нормальное. Получается, что здесь предприниматели не задавливают вообще нисколько. Вот ты можешь открываться, тратиться, постоянно показывать нулевой баланс, из тебя никак ничего высчитывать не будет. Даже у нас мы показываем прибыль, то налог идет с прибыли 9% всего. Угу. Я считаю, что это очень мало. В Парагвае, да, все достаточно лояльно, да. И... Все просто. И главное, все просто и понятно. Вот в эти вот все расчеты бухгалтерские, мне прям радостно на них смотреть. Да? Будем ждать, когда пойдет прибыль. Кстати, да, так вот, немножко отходя в сторону, у нас есть клиенты, которые хотят получить резиденцию Парагвая как раз для того, чтобы вывести сюда бизнес. Потому что в Парагвае налоговое законодательство, как говорится, все по 10, то есть 10%. И если человек работает в интернете, то вообще он никаких налогов не платит в принципе. Вот, поэтому, если что, кому-то интересно будет вывести бизнес в Парагвай, то обращайтесь без проблем, да. Все организуем. Хорошо. Вот, а почему именно вы живете не в самом городе, Асунсьон, а в пригороде? Почему, допустим, именно пригород Асунсьона, там не какой-нибудь там Хуайнао, там Инкарнасьон или Сьюдад? Почему именно здесь решили так остаться? Потому что мы живем в пригороде, опять же, столицы. То есть, рабочие моменты, бизнес, столица всегда больше движухи. Вот. В самом городе жить неохота. Как бы не очень, во-первых, нам зашел, во-вторых, там все равно суета, вот это пробки. В любой столице, как в любой столице. Асунсьон такая же столица. А в пригороде спокойно, природа, попугаи летают, птички поют. Свой частный дом уже в квартире мы нажились очень долго. Всю жизнь в квартире, вот первый наш частный дом, уже практически построили. Да, скажите, но вообще потому что, большинство, естественно, не будем скрывать клиентов, нас интересует именно получение гражданства, но мне немножко даже как-то стало обидно за то, что все-таки, как-то люди к Парагваю относятся к какой-то, не знаю, третьему сорту, то есть, и поэтому мы делаем такое интервью, что люди, что здесь тоже можно жить, что здесь вообще можно соединить свою жизнь дальнейшую с Парагваем. То есть, а вообще, примерно по ценам, если сравнивать, допустим, с Европой или с Россией, то есть, вообще, насколько там дороже, дешевле вообще, как здесь? Цены здесь плюс-минус московские. Что-то дешевле, что-то дороже. По количеству ассортименту, точнее, в принципе, есть все. Не совсем удобно, не как в России, то есть ты по нажатию кнопки Яндекс доставки здесь такого нету, чтобы какие-то товары, электронику, еще что-то немножко посложнее. В принципе, все есть, все продается, если немножко
пошевелиться, съездить в город приграничный с Бразилией, допустим, можно прям намного дешевле все покупать там, потому что там... Электронику. Электронику, да. Мы же не про молоко говорим. Не, про электронику, там какие-то товары такие вот. То есть поехал сразу, оптом затарился, все разом себе купил, получается намного выгоднее. По продуктам мясо здесь... Что-то дороже, что-то дешевле. Да, мясо здесь дешевле, мясо здесь намного вкуснее. Вот. Ну, страна такая, мясоеды тут с коровками тут все Первые хорошо. месяцы мы наесться мясом не могли. Да, Какое оно настоящее. насчет мяса подтверждаю, да. Хорошо, ну а вообще вот как изменилась ваша жизнь вот после того, как вы уехали из России, вот приехали в Парагвай? Вообще, что стало лучше, что хуже? Вот, может быть, там чего-то не хватает или там наоборот там перекрестились и забыли? То есть, вот, как у вас с этим делом? Мы стали спокойнее. Мы стали как местные, на транкиле. Потому что мы приехали, и первым делом нам надо было быстро что-то делать. Мы привыкли быстро принимать решения, быстро что-то делать. А здесь у местного населения, у них даже мозг не работает так. У них все с толком, с чувством, с расстановкой. Они Вот. на транкиле все всегда. И мы... Не скажу, что это легко дается. Виталику вообще сложно. Он до сих пор каждое утро просыпается и начинает куда-то бежать. Вот. А так, на самом деле, мы гораздо спокойнее стали. Ко всему относиться спокойнее стали. Мы никуда не торопимся, никуда не бежим. Все размеренно. Здесь, значит, что из природных катаклизмов? Ливень случился, все, никто не работает. Все сидят дома. Ливень – это опасно. Это надо быть дома. Есть у них такое. Никто... Хороший дождик прошел, все, они на работу не ходят. Ни на работу, ни в школу никто не ходит. И это нормально, никто за прогул тебе это не посчитает никогда. Тепло, хорошо. То есть у нас давно была мечта переехать в теплое место. То есть, теплый климат, чтобы не было мороза вот этих минус 30. Как бы вот основная цель у меня была вот тепло, спокойно. Да, ну тут, наверное, вопрос скорее к Оксане, потому что, как мама следит за ребенком, то есть, насколько я знаю, у вас дочка 18 лет, вот, и она учится в школе вообще, как вот ей, девочка, в принципе, такая уже в возрасте, скажем так, не совсем маленьком, вот, переехала, то есть, как вот у нее со сверстниками общение, там, не знаю, там, может быть, какие-то отношения, там, любовь свою здесь в Парагвае нашла, то есть, вообще, и как она ассимилировалась, в принципе, с подростками, с местными. Были ли какие-то проблемы, может быть, или наоборот, все очень легко прошло? То мы в России не доучились, получается, 3 месяца. Учебный год у нас заканчивается в конце мая, и она бы 11 класс у нас закончила в России, сдав эти ЕГЭ, получается. Но все не получилось, все пошло не по плану, уехали очень быстро. И по приезду обнаружили, что здесь учебный год начинается не как в России в сентябре, а он начинается в марте. И, собственно, у нас ребенок получился так, что снова пошел в 11 класс. Вот. Самую обычную школу. Все говорят, что нужно какую-то школу там платную ввести, там, с углубленным каким-то изучением языков. Возможно, если у тебя маленький детеныш, тебе, наверное, нужно в его голову очень много всего положить. И тогда, наверное, это будет правильный выбор. Мы сделали выбор школа около дома, чтобы ей недалеко ходить. У нас здесь школа вот буквально около дороги, вот здесь заезжали. То есть меньше 5 минут ходьбы пешком. Школу взяли тоже без проблем, без всяких. Единственным условием ношения школьной формы. В Самаре мы ее не носили. У нас опыт одевания 18-летнего, уже, наверное, даже не подростка, а взрослого человека в униформу прошло, наверное, это самое трагическое событие было на самых таких нервах. Потом, естественно, что с нулевым знанием испанского отдать ребенка в школу и сказать: учись как можешь, просто как можешь, адаптируйся здесь как можешь. Соответственно, в школе прикрепили тоже ей там подружку, которая ее потихоньку во все погружала. И, собственно, сейчас начались выпускные экзамены, здесь конец года, конец ноября получается, и ребенок защищал проект
На какую тему уж там? На Изменение климата. глобальное изменение климата на планете. И заместитель директора нам прислал сообщение, что ваша дочь прекрасно защитила проект на 3 языках: русском, английском и испанском. Мы были тоже как-то так приятно удивлены. Хорошо, а есть какие-то вещи, допустим, по которым там скучаете в России, допустим, ну там то, чего здесь не хватает, вот в Парагвае, то, что вот у вас было в России? Не знаю, по близким людям, если только. Ну, Что по вот так вот. родственникам больше так вот, почему-то такому, не знаю, в голову Нет, ничего не приходит. ну, было понятно, что ты ломаешься с переездом в другую страну. Как эта подружка сказала, что можно уехать из России, но Россия из тебя не уедет. Мы тут научились квас делать, что-то мы еще делали. Пельмени делали. Пельмени делали, чего я в России в принципе никогда не делала. Мне это не нужно было. С таким мясом, как в Парагвае, пельмени получаются очень вкусные. А так прям, что глобально чего-то нехватки, да нет ничего такого. Ну, это Все так же. По родным только Театры можно скучать, есть, и всё. кинотеатры есть, торговые центры есть. Собственно, если ты хочешь где-то развлечься, всегда ты можешь это сделать. Очень много здесь бывает бесплатных концертов, всяких разных. Но они проходят вечером, как мы, старички, уже спать ложимся. Вот. Ну хорошо, а есть ли здесь вообще вот русские люди, кроме вас, то есть, ну как вот, не скучаете ли по общению, если их мало? Так пока еще нет, не так долго мы здесь живем, чтобы сильно соскучиться там, по общению какому-то. Тут есть друзья, общаемся, хватает. Просто кто-то, именно надо, чтобы в сообществе жить там русском, то есть постоянно каждодневное общение. Не, у нас такого не надо нам. Ну то есть, Нам друг друга хватает. Мы с собой общаемся по-русски и за ворота выходим, пытаемся понимать людей, люди пытаются понимать нас. ну хорошо, еще, наверное, такой интересный вопрос будет. Вообще, что вы посоветуете людям, которые там рассматривают гипотетически там вот Парагвай в плане переезда, вообще там стоит переезжать, не стоит? Ну потому что как бы стоит ли вообще, скорее так, стоит ли эту страну вообще рассмотреть не с точки зрения там получения документов, а с точки зрения приехать и жить здесь? Вот, наверное, так лучше. Конечно, стоит, почему нет? Прекрасная страна, добрые люди, вкусная еда, не знаю, Много солнца, много фруктов, много птичек. много птиц всяких разных. Я в своей жизни столько птиц не видела, сколько я здесь их видела. Самое главное, люди, ну, добрые, прям нормально общаются все. Ни разу не было проблем, что кому-то подошел, тебя там как-то отослали, еще что-то прям. Всегда помогут, всегда поддерживают там. Ну да, если вот сталкиваешься даже с бизнесом, да, по вопросам, мы же не знаем местного законодательства, к сожалению, поэтому приходится общаться с одним человеком. И этот человек, если, допустим, заходит в тупик с нашим общением, он подключает еще кого-то. И в итоге мы, результат удовлетворяющий, как говорится. Мне здесь нравится, в принципе, все. Поначалу шокировало, конечно. Шокировало что? Если, допустим, люди приезжают из какой-то глубинки, то им здесь они разницы никакой не ощутят абсолютно. Если ты приедешь из Москвы, тогда, наверное, жить только в столице города или же в Инкарнасьоне. Тогда, то там скучно будет, только Асунсьон, там больше движения. И молодежи, конечно, если ты живешь в столице, перспектив больше. Очень много учебных заведений, учиться здесь довольно-таки легко. И люди здесь получают образование бесплатно. Да, все отлично, ребят, спасибо. Ну и скажите, думаю, напоследок, потому что сейчас уже темнеет, сейчас уже вечер в Парагвае, нам в темноте здесь не сидеть, то есть уже заканчиваем. Вообще, что вы можете сказать, какое-то напутствие тем людям, которые вот там, в принципе, рассматривают эту страну там, для приезда, для легализации или там, не знаю, бизнес сюда завести? Вообще, вот какое-то напутствие, может быть, им такое дадите, так как вы уже здесь, уже, можно считать, пообжились. Могу сказать смело, приезжайте. Все здесь довольно-таки легко и просто в плане документов, обустройства. Это ж найти квартиру не так сложно, это ж купить дом
квартиру себе построить. даже, машину купить. Все легко, никаких волокит там долгих с документами, еще что-то. То есть всегда, если где-то сам что-то не можешь, всегда найдутся друзья, люди помогут. Все. С своей стороны могу порекомендовать ребят Латино-Рус. Сотрудничал с ними уже не первый раз. Ездил даже по всем инстанциям, где оформляют все эти документы, на ВНЖ, на седулу. Все честно, все прозрачно, то есть никаких проблем. Хотите все оформить ускоренно, хотите немного сэкономить, будет чуть подольше, если вы никуда не спешите. Мы вот никуда не спешили, оформили за сколько? За 5 месяцев, да, все документы. У ребят, естественно, все это можно сделать намного быстрее. Так что рекомендую, проверенные люди. Вот, сам директор сюда приехал оформляться. Ну, так что welcome, как говорится, Парагвай. Приезжайте в гости. Да, хорошо. Спасибо большое ребятам. Я надеюсь, что вам тоже, уважаемые телезрители, понравится этот контент. Кому-то, возможно, будет интересно приехать сюда, получить парагвайские документы и в дальнейшем податься на гражданство. Кому-то, возможно, это интервью поможет принять решение переехать в Парагвай, связать свою жизнь с этой теплой, улыбчивой страной. Но я напоминаю, что у нас есть команда Латино-Руса, которая с удовольствием вам поможет в оформлении временного вида на жительство, парагвайского паспорта, внутреннего седулы, постоянного места жительства и поможет вам с оформлением парагвайского гражданства. Гражданство Парагвая даст вам 144 страны без визы, такие как Евросоюз, Великобритания, Сингапур, Мексика, Канада, а также граждане Парагвая могут получить визу в США сразу на 10 лет. Под этим видео будут все наши контакты, сайт, социальные сети. Заходите, оставляйте заявку, и наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют. Всем до новых встреч!